Ребята, всем привет! Сегодня мы опять находимся на моем любимом гостеприимном аэродроме Пешково. И сегодня мы будем пробовать ставить новый рекорд на этом самолете. Прошлый рекорд был 550 км в час. Но я чувствую, что все мы с него не выжали. В прошлом видео была не очень хорошая и позитивная финалочка. Самолет встрял в деревья, врезался в посадку на приземлении и немножечко пострадал. Честно говоря, я думал, что все, ему конец. Красавчик, деревья. Ёлки-палки. Как так, а? Сам не знаю. Вот это да. Вроде нормально было. Шло нормально, сюда прям Че, он заходило, резко обвалился? Да нет, он просто далеко был, получается. Короче, впоролся в деревья самолет, ребят. Все, скорее всего, ему конец. Значит, смотрите, что нам надо сделать. Во-первых, отстрелились рули направления. Один я вот уже почти восстановил. Самое страшное, что петли остались внутри. А так как я очень качественно все клею, их теперь тяжело выколупывать оттуда. Но ничего страшного, я полностью отсоединяю все и выковыриваю. Далее надо будет починить вот этот киль. Сюда, кстати, палка вонзилась. Ух, жестко ему досталось. Самое главное, что турбина абсолютно целая, удар был не сильный и турбина была на минимальных оборотах. Это большой плюс. Также надо протереть его будет, он какой-то грязненький, но это самое меньшее из зол. А еще смотрите, что случилось с крылом. Кажется, рана очень страшная, но на самом деле чинится легко. Вырезается кусок, вставляется пенопласт и карбончиком обратно все замуровывается. Здесь вот тоже маленький такой нюанс. Кстати, лампочки работают, хотя сам фонарик куда-то отлетел. Далее надо будет починить фюзеляж. Фюзеляж снизу довольно-таки сильно пострадал. Он здесь был пустотелый. Вот. И из-за этого его как-то прохрустело довольно сильно. Хорошо, что он не переломился. Если бы он переломился, нарушилась бы геометрия, и потом надо было бы заново его учить летать. А так, все будет летать как новенькое, я думаю. Надо лишь его подшаманить, залезать все раны, все выровнять и опять в полет. Внутри я уже, честно говоря, здесь все починил. Аккуратненько отпиливаю пораженные участки. Вот что получается. Это мы выкидываем. Сюда приклею кусочек пенопласта. Ликвидация еще одного куска. Вот так оно выглядит внутри. Видно, там чуть замялось, но это ничего страшного. Уже все. Здесь уже геометрия не нарушена. Можно внедрять кусочки пенопласта и ждать полного высыхания. То есть клеить буду на эпоксидку. Все-таки решил восстановить даже фонарик, ребята. Значит, смотрите, какая технология. Обернул пленкой вот так вокруг. Можно сказать, загерметизировав тем самым вот эту область. Видите, довольно-таки чётенько получилось. И теперь шприцом, вот такой обычной вещью, я заправляю туда эпоксидку. Сделал две дырочки, через одну выходит воздух, через другую заправляю. Вот видно, что уже на 80% заполнено. Отлично идет процесс. Даже фонарики вернутся на самолет. Какая-то сверхпростая, но в то же время быстрая технология. Надо запомнить ее. Еще много где надо делать будет фонарики. Можно будет делать по этой схеме. Так, далее. Зачистил снизу. Вот так вот. Сейчас буду накладывать карбончик. Также вырезал кусок на крыло. И тоже по краям зачистил, чтобы все собралось в монолит. Удалось восстановить его в полное работоспособное состояние. Аэродинамика никак не пострадала. Я вот здесь сделал несколько латочек вот таких вот. Здесь как бы от дерева вмятина была. Потом переломился фюзеляж. Но не окончательно, то есть геометрия не была нарушена. Здесь опять же сделал латочку. Оторвало рули. Пришлось их приклеивать обратно и настраивать. А также смяло вот здесь вот серву. Сделал небольшой ремонт. Теперь все работает. Все отлично, геометрия не пострадала. В этом видео мы будем летать на FPV, ребята. Будем забираться как можно выше вверх.
выше, 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 а потом стартовать вниз на нем. Во-первых, там разреженная атмосфера будет, ну а во-вторых, будем по максимуму пробовать побить рекорд, может быть даже мировой. Мировой где-то 755 километров в час. Правда, я не видел в тех видео, как оно там у них фиксируется. Там написано просто, ну, стоит верить на слово, я так понимаю. Мы же будем фиксировать под GPS. В верхнем углу экрана с телеметрией вы будете видеть скорость. Короче, можно заправлять самолет и стартовать его, ребята. Я надеюсь, вы все в предвкушении, так же, как и я. Полет по FPV. Не зря же я настраивал здесь это все дело годами. Уже получается проекту около 3 лет. А он все летает и летает. Вот это да. Уф. Для тех, кто первый раз видит такой самолет, немножко характеристик. Тяга турбореактивного двигателя 14 килограмм на максимуме. Размах 1,3 метра, длина 1,3 метра. Ну, там с копейками, я уже, честно говоря, точно не помню. Есть воздушные тормоза, которые будут помогать ему на посадке. Что-то не сильно они помогают. Вот, ну, вес, самое главное вес, пустой 9 килограмм, полный 11,5. Все вот как-то так. Такой самолет. Летает во всех положениях, во всех плоскостях. Все, пойдем будем стартовать его, дядька. Последние проверки. Ветер то нет. Должно быть все нормально. О, ветер пошел. Пришел резко ветер. Так, включаем. У нас ретранслятор для более дальней связи. Ну, очки пока надевать не буду. Короче, ребята, сейчас я попробую быстренько полетать, потому что у самолета был краш, и я заново все сделал. Считай, заново надо учить летать самолет. А потом уже рекорд будем делать. Ручонки уже трясутся, если вы интересуетесь этим. Очень трясутся ручонки. Ну, не очень, но трясутся. Так, все показывает. С 18 спутников. Отлично. Будем пробовать запустить. Вроде пошло. Погнали! Опять шлепнулся. Ну да, прям пузом шлепнулся. Ага. Ну это, так сказать, не первый раз и не последний. Ну вот так вот он и летает, ребята, очень сложно управлять, очень сложно. Прямо нереально сложно управлять. Хороший кадр. Это хорошо. Это хорошо.
Чуть не впорол, блин. Видел, не? Чуть не впорол, блин. Видел, не? Ну, потому что он по-разному себя ведет. Выкос немножко не соответствует. На полном газе его вниз тянет. Скажем так. Ладно, будем заходы на посадки делать. Давай. Так вроде летанули нормально. Кадры есть? Да, вроде есть. Посадку мы боимся, как огня. Ну так вот уже более-менее. Это лучшая посадка за последнее время была. Супер. Идем на рекорд. Сейчас будет уже второй заход. Более полноценный полет. Ребята, не ругайте меня, если что-то произойдет. Я собрался по максимуму стартануть этот самолет. По максимуму возможно. Он может и связь по FPV потерять. Я могу и заблудиться. Все ж таки местность для меня не особо знакомая. Я здесь по FPV и не летал-то в принципе никогда. Вот, поэтому может улететь самолет, либо хлоп. Я вот его только что чуть не хлопнул. Ух, смачно было бы, господи. Так, огляжусь на местности. Угу. Местность уже дико незнакомая. Ага, вот он аэродром. Вон они поля. Скорость 300, 400, что-то 200. Ну я не на полный газ сейчас. А, это градусы были. Скорость вверху, я что-то вообще не то. Ох ты, блин, перевернулся он у меня. Вообще не пойму, где мы теперь. Ага, вот он аэродром. Увидел? Да. Ну, пробую давать жидкого. Далеко улетел. Ну, конечно. 320, 430. Очень высоко пролетел. Ну, понятное дело, я и буду высоко пролетать. Ты что ты думаешь? Ну, тут же ж вообще ж не пойму бывает местами, где мы есть. Ага, вон он аэродром. Как ты высоко забрался. Все, пошел. Пошел? Ну да. $520 было. Ну, значит, можешь больше. Да, только я не пойму, где я есть иногда, как бы, понимаешь? Где там этот, ага, вот он аэродром, надо повыше пробовать. Но тут уже что-то связь отстреливает. Ну, аэродром так вроде пока видно. Вообще непонятно, где ты. Высота вообще непонятно, где я. Высота очень высоко. Сейчас, мне главное найти аэродром, где он есть. Я не могу понять, где аэродром, если честно. Понял? Потерял аэродром, не вижу его. Ну, ты, по-моему, вверх взлетаешь. Ну, возможно, но мне ж надо найти аэродром теперь как-то. Я его не вижу, бро. Где он шумит? Сзади? Да, сзади и очень высоко. Ага, нашел аэродром, нашел. Все. Даю вверх ему. Ага, он перекрутился как-то. Очень, говоришь, высоко. Но мне, видишь, надо опять искать аэродром. Ага, нашел. Все, даю Давай. жидкого. Все, 320 пока.
Над полем лечу, 360, что-то не разгоняется как-то особо. О! 470 было. Ну, блин, походу так. 1 минута осталась, короче, бро. Надо все. Искать аэродром и посадки делать. Буду, наверное, очки скидывать я. Что там не так. Скидывай, пока Стрём. видно его. Да подожди, я сейчас развернусь. Я как бы не это. Отлечу подальше, буду пробовать заход на посадку. Все ж таки по FPV сделать. Ну вот так, например. Ну что, где он там? Видно? Да, вот сзади нас прямо. Хорошо идет или быстро? Хорошо, спускайся. Мне кажется, не хватит. Не хватит? Полосы. Да, не хватит. Ну, погнали дальше, значит. Высота вот не показывается, это плохо. Ну вот высота вот сейчас нормальная. Разворачивайся. Подожди. Разворачивайся. Надо еще дальше, чтобы прям совсем. Ох, что-то он Что-то падает. совсем низко. Падает, дядька. Падает опять, блин, в эти деревья долбаные. Да что ж такое? Закончился бенз, похоже. В поле упал. Похоже, в деревья он опять воткнулся. В деревья? Да, опять в деревья вдолбанные. Что, уже в те? Ну в те, аж в те, похоже. Ну пошли. Пошли искать. Ну, было ощущение, что в поле. Да, как-то Да он что ж такое, резко блин. начал снижаться. Ну бенз, это эти очки, по очкам я не смог его посадить. На повороте прям начал резко. Да, он потерял скорость, у него закончилось, видимо, горючее. И все. Моделизм. Да, это моделизм, да. Реально, моделизм. Вообще непривычно, по-другому летит, все. Не поймешь, где ты есть, кто Теряешь, ты, что да, ты, аэродром? вообще. Тележка там где, кстати? В бок ушла, да? Найдем потом. Не, чтоб не сбили самолеты. Так, сохрани. Опять мы в джунглях. Пытаемся найти, определить Где-то место. здесь. Где-то здесь. Скрестили опять пальчики и пытаемся найти. Летчики, конечно, 80-го левела. Услышали звук? А ну, пошевели. Что-то там где-то. Какие-то сервы работают. Тут, правда, колючки мега. Можно разодраться очень хорошо. Смотри, все в колючках, Олег. Угу. Прям можно кожу оставить здесь. Да чуть-чуть можно. Бля, да тут непролазные леса. Вот какой-то такой ствол в камере видно. Ну и чё, не видно? Да вроде как внизу, да? Ну да. Ну хорошо, хоть не надо вышку вызывать. Ты снимаешь? Снимаю. И падение твое заснял. Да ты чё? Смотри. Жесть. Ну, не оторвало так много вроде. Но это еще неизвестно, может он дерево снес. В этих ростовских лесах только не найдешь. Да, разорвало так нормально его тоже. Так, я еще не видел. Да. И опять вырвало эти трули направления. Чё их вырывает все время? Вот, ребята, сбылась ваша мечта. Вынимаю пенопласт. Упоролся. Воткнулся. Воткнулся. Сейчас с той стороны будем обходить, я думаю. Турбина тоже что-то жопой прямо, ну. Ничего ей. Промяло, сопло. Но это, по идее, не страшно.
Больше по FPV, наверное, летать на нем не буду. Ну его нафиг. Такие напряжения. Ну да, так гораздо лучше у тебя получается визуально. Так у меня хотя бы уже что-то начало получаться. И только по FPV хлоп опять. И вот опять. Надеюсь, турбина выжила. Знаешь, будет летать еще. Долго и счастливо. На все ставить. Одну только эту. Одну только вырвал? Ну, эти все вытащились просто. Я их так уже намертво не заклеивал, как раньше. И вот здесь самый большой. Ну, это ерунда. Это Тоже я сделаю. Снизу все нормально. Более-менее. Элероны работают, все работает. В принципе, можно было бы его сейчас даже подлатать и запустить. Но, ребята, на этом, пожалуй, все. Я сделал все, что мог. В общем, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите вот эти вот движения лайком. 3 года этому проекту, ребята. 3 года. Взлетает отлично. Посадки тоже в визуале более-менее хорошие получаются. Турбина работает четко. Слава богу, она живая, блин. За это больше всего переживаешь с этими самолетами реактивными. Все-таки денег стоит вещь. Да еще и редкая, так просто не купишь. Никто их особо бэушные не стремится продать. Сопла только погнулось. Сопла под выровнем. Это вот когда он вниз осаждение делал, это уже на малой скорости. Это, я думаю, вообще ничего. Ничего и никак не повлияло. Давай, давай, давай. Может быть, это даже Порш. Полетела.